So this is my last class with you. Итак, это мой последний урок с вами. And I know I really love you guys. Я вас очень люблю, по-настоящему. I guess I'll just have to come back, right? И, по-моему, мне придется вернуться, да? And maybe also come to your city. И, возможно, даже приехать к вам в город. Okay. So, maybe it wouldn't be worse then. Yeah. So, the theme tonight is something that's very dear to my heart. И тема на сегодняшний день довольно-таки то, что очень близко и дорого моему сердцу. I want to talk about the coming youth revival. Это то, когда мы будем говорить о грядущем молодежном пробуждении. And it's not just for youth. И это не только касается молодежи. And I'll explain that throughout the time that I'm speaking. И я объяснюсь во время моего выступления. But as I begin, I want to tell some stories. Но когда я только начинаю, я хотела бы рассказать несколько историй. I want to tell you some more of my testimony. Хотела бы поделиться немножко своим свидетельством. I know I told some on Sunday. Еще какой-то частью. Я знаю, что я в воскресенье уже чем-то делилась из моего свидетельства. But it was in my fake Russian language. Но это было на моем таком вот зыбком, ломаном русском. So I want to tell you through an interpreter who speaks Russian well. Поэтому я хотела бы вам это рассказать сейчас через переводчика, который на русском говорит хорошо. And then tie it into the theme tonight. И как раз это будет подведено под тему сегодняшнего урока. So, revival is something that is so important to my heart. Итак, пробуждение — это то, что настолько важно моему сердцу. And part of the reason is I feel like I was almost born into revival. И часть этой важности, наверное, заключается в том, что такое ощущение, что я как будто родилась в пробуждении. And almost like I can't fulfill my calling until revival happens. That's the way I feel. И для пробуждения. Это такое ощущение, как будто я не исполню своего призвания, пока не наступит пробуждение. This is the way I feel in my heart. По крайней мере, вот таким образом я ощущаю себя в своем сердце. And part of the reason is because, I was born into a Christian family. И часть этого, возможно, заключается в том, что я именно родилась в христианской семье. I gave my life to Jesus when I was 4 years old. Я отдала свое сердце Иисусу, когда мне было 4. And when I was 10 years old, И когда мне было 10, this was in 1994 or 95, somewhere in there. это было в районе 94-95. And when I was 10 and 11 years old. Когда мне было 10-11. A move of God, a move of the Holy Spirit began to stir in my church in Knoxville, Tennessee. Движение Божьего Духа Святого стало очень сильно двигаться в моей церкви. Это было в Ноксвилле, штат Теннесси. And I was really young. И я тогда была очень молода. So I didn't understand what was happening. Я по-хорошему не понимала, что происходило. But I knew that it was really cool. Но я знала, что это было по-настоящему круто. And I began to see small visions. Я начала видеть какие-то небольшие, маленькие видения. And began to feel the Lord's presence. И начала испытывать и ощущать Божье присутствие. I began to hear His voice more clearly. Стала более четко слышать Его голос. And in 1997, when I was 12 years old, И в 97-м, когда мне было 12, my church was going on a mission trip to Russia. моя церковь собиралась в миссионерскую поездку в Россию. And we were doing these conferences where we were taking this move of God to Russia. И мы проводили такие конференции, где мы несли движение Божье в Россию. We were praying for people, and people would experience the power of God they would experience God's presence in a powerful way. И мы молились за людей, они испытывали силу Божью, скажем так, что они испытывали присутствие Божье в очень мощном ключе. And the Lord, when my pastor was taking people to Russia in 1997,
И когда мой пастор собирал людей в Россию, в эту поездку в 97-м, the Lord spoke to me when I was 11 и Господь проговорил мне, когда мне было 11. and said, I want you to go to Russia. И Он мне сказал, я хочу, чтобы ты поехала в Россию. And of course I said, okay. Ну, конечно же, я сказала, хорошо. And then I went to my dad Я обратилась к моему папочке. and I said, Dad, I'm going to Russia. Говорю, пап, я еду в Россию. And he said, maybe I'll take you. И говорит, ну, может быть, я тебе как-нибудь свезу. And I was Возьму thinking, тебя. Dad, I didn't say you were going. I said I was Но going. я-то не сказал, что ты меня возьмешь, да, и ты меня с собой возьмешь. Но я еду туда, а не ты, вообще-то. But my dad took me. In the end, my dad took me to Russia. Но через год мой Not- мой отец, It wasn't a year, just like in a year, Yeah. в английском просто dad это отец, а у нас dad это дед, да. И вот это было не через год, но что-то типа через какое-то время он все-таки взял меня с собой. Dad. Yeah. And it was right during the time when I went from age 11 to age 12. So it wasn't a long Но time since the Lord spoke to me. Много-то времени прошло после того, когда Господь мне проговорил. То есть это было что-то между 11 и 12, когда мне было. And so the Lord gave us a lot of money suddenly. И вдруг неожиданно Бог нам дал много денег. And we were able to go to Russia, both of me and my father and my dad. И мы смогли съездить в Россию, и я, и мой отец, мой папочка. And in preparation for this trip, I began to learn Russian worship songs. И во время приготовления к этой поездке я стала заучивать русские песни поклонения на русском. And a few phrases in Russian. И несколько фраз на русском. And also, I went on my first 3-day fast. И также я первый раз 3-дневным постом постилась. And I was 12 years old. Мне было 12. And my mom didn't know if 12-year-olds should fast. Но мама моя не знала, насколько 12-летние уже постятся. So she made me eat crackers, like И она меня печеньки. все-таки заставляла печенюшки кушать, крекеры. But I began to prepare my heart for this trip. Но я стала готовить свое сердце к этой поездке. So when I went to Russia the first time, И когда я поехала в Россию первый раз, we were in this conference hall, и вот мы, значит, находимся в таком конференц-зале, and I was just out in the chairs with the people. и я была вот где-то с народом, с людьми, сидела просто в аудитории. And during worship, I was standing and I raised my hands and closed my eyes. И во время поклонения я вставала, я поднимала свои руки, я закрывала глаза. And I was singing this Russian worship song to the Lord. И пела эти на русском песни поклонения Господу. And suddenly the power of God just came on me from the top of my head all the way down to my feet. И вдруг сила Божья пронзила меня от макушки головы до подошвы ног. It was like fire. Как огонь. And I suddenly began to sing in tongues. И вдруг я начала петь на языках. And it was the first time. И это было первый раз. First time I spoke in spiritual tongues. То есть это был, по сути, первый раз, когда я заговорила вообще на иных языках, на духовных языках. And this experience changed my life. И этот опыт, он изменил мою жизнь. When I was there in Russia, I evangelized to someone and they gave their life to Jesus, and it was the first time. И когда я была в России, я евангелизировала, благовествовала человеку, и человек отдал свое сердце Христу. Это был первый опыт у меня. And I also prayed for a boy whose ear he couldn't hear out of his ear. Подобного рода. И также я молилась за парня, который не мог, он не слышал одним ухом. And he began to hear, and his ear was И он healed. стал слышать, и у него исцелилось ухо. And when I came back to America, Возвращаюсь в Америку, I was like on fire. и я такая в огне.
And all I wanted to do was be a missionary and go back to Russia. То есть все, чего я хотела, это стать миссионером и вернуться в Россию. And I wanted to eat salami and tomatoes and cucumbers. И я хотела кушать солями, огурцы и помидоры. And the chleb and bread. Ну и хлебушком закусывать. And my little brother, whose name was Michael, А мой маленький братец, его звали Майкл. I started calling him Misha. Я его стала Миша называть. And he's still Misha. И он по-прежнему у меня Миша. And my whole family now calls him Misha. И сейчас вся моя семья называет его Мишей. So I just had and I also dedicated my life to ministry from that moment. И, конечно, тогда же я посвятила свою жизнь служению с этого момента. And I said, I will be in ministry the rest of my life. И я сказала, что я буду в служении до конца моей жизни. And I'm going to be a missionary. И стану миссионером. And from that moment, I began to pray for Russia. С этого момента я начала молиться за Россию. And all of the countries of the former Soviet Union. И за все страны бывшего Советского Союза. And then in 2005, В 2005 I think I was 21 years old. мне кажется, мне было 21 тогда. And I hadn't been to Russia in I hadn't been to Russia since 1998. Ну и мне кажется, что последняя моя поездка была в 95-м, с тех пор я не была в России. 98. No, I went twice. I went in 97 and 98. В 97-м и в 98-м все-таки я была, да. То And есть then- это вот было 2 раза. And then after that, I didn't go back until 2005. И потом, до 2005-го, я там не была уже, в смысле здесь. So I was going to travel with my pastor again. И я уже собиралась в следующую поездку со своим пастором. And I don't know if you've seen on the internet, but this interview with Bob Jones about the prophecy of Hudson Taylor. Ну, я не знаю, насколько вы видели по телевидению интервью с Бобом Джонсом по поводу пророчества Хадсона Тейлора. Who's seen it? Кто видел? Okay, many people. Многие, да? My pastor in Knoxville, Tennessee, made that video. И на самом деле мой пастор из Ноксвилла, Теннесси, он как раз снял это видео. And so that prophecy just touched my heart, grabbed a hold of my life. И буквально это пророчество настолько прикоснулось к моему сердцу и захватило мою жизнь. And when I went to Russia in 2005, we were translating that video into Russian when we were there. И когда я поехала в Россию в 2005-м, мы перевели специально к этой поездке это видео. And so when I was preparing for that trip, Когда я готовилась к этой поездке, I was at college that day, or one day, ну, как-то я в этот день как раз была в колледже. and I got a phone call from my church. Мне звонят из церкви. And they said, someone just gave all the money for your trip. И говорят, кто-то вот только что пожертвовал на всю твою поездку. And so I went, wow, that's amazing. Ну, и я такая, естественно, вот это да, супер. And then that night, I was supposed to go to a Bible study with my friends. А как раз в этот вечер я должна была пойти на изучение Библии, на вечер с моим другом, And so I got in the car with them. с моими друзьями. Я с ними сажусь в машину, And they said, oh, we're not going to do the Bible study tonight. а они говорят, да не, мы не поедем на изучение Библии, They said, we're going to this conference. мы поедем сейчас на конференцию. And I said, oh, okay. Я говорю, ну, ладно. So we go to this conference, and a man is ministering. И вот мы едем на одну конференцию, там, значит, проповедовал, служил человек, And he was a famous minister. мужчина, довольно известный служитель. And when I first started listening to him, I didn't know if I believed him or not. И когда я только начала его слушать, я не была уверена по-хорошему, насколько можно было бы ему доверять. But he was talking about receiving an inheritance from the Lord. В плане, насколько я верила его посланию, он говорил о принятии наследия от Господа. And he began to
teach the word in a powerful way. И он стал обучать Слову в очень мощном ключе. And the Lord started moving on my heart. И Господь стал двигаться в моем сердце. And at the end of the message, he did an altar call. И потом в конце этого послания он призвал людей к алтарю, к сцене, к покаянию. And he said, I want you to ask the Lord for an inheritance. И в этом призыве была именно такая формулировка: «Я хочу, чтобы вы попросили Бога о наследии». He said, ask the Lord for something you want. И он говорил: попросите Бога чего-то, чего вы хотите. And so I closed my eyes. Я закрываю глаза And I thought about what I wanted. и думаю о том, чего хочу. And I said, God, give me the lost. И я говорю Богу: Бог, дай мне заблудших. Give me all the lost in the whole world. Дай мне всех заблудших во всем мире. And then God spoke to my heart very clearly. И Бог проговорил к моему сердцу очень четко. One sentence, just almost like I heard it audibly, but it wasn't out loud. Буквально одно предложение, такое ощущение, что я это реально слышал, аудиально, но это не было вслух. And the Lord said, ask for Russia. И Он мне говорит: проси за Россию. And I said, wow. Вот это я и сказала. And so I said, God, give me Russia. И я говорю: ну, Бог, дай мне Россию. And right when I prayed that, И как только я помолилась этой молитвой, the man from the stage said, oh, I want to prophesy over Russia right now. служитель со сцены в этот момент говорит: и сейчас я хочу пророчествовать о России. And he began to prophesy of a revival that was coming to Russia. И он начинает пророчествовать о пробуждении, которое придет в Россию. And he began to talk about many people being saved. И он говорит о том, как многие будут спасаться. And I began weeping, and just the Я spirit начинаю of prayer came on me. Плакать, и дух молитвы сходит на меня. And I began to just groan with a spirit of intercession. И я начинаю стенать с этим духом ходатайства. And as he prophesied, then he said, oh, this is over someone who's here right now. И когда он пророчествовал, он говорит: и да, это о ком-то, кто здесь сейчас. And he said, if you're called to Russia, I want you to come here right now. И он говорит: если вы призваны к России, я хочу, чтобы вы вышли сюда прямо сейчас. And I ran И я побежал. all the way to the front. Буквально через весь зал к сцене. And he was standing up on the stage. И он был на сцене, And I was down on the ground. я была внизу, And he stretched his hand forward. и он простер, значит, руку, And he began to pray for me. начал молиться за меня. But he wasn't touching me. Но он меня не касался. And I flew back, like from here to where on the other side of the piano. И я отлетела после этой молитвы, вот что-то типа от этой точки до пианино. And I began to shake under the fire of the Lord И меня начинает трясти под огнем Божьим. for an hour. Час. And he began to prophesy over me about this movement coming to Russia and how God was going to use me. И он начинает пророчествовать об этом движении, которое придет в Россию, как Бог меня будет использовать. And I'm telling you this story not because of me, И я рассказываю эту историю не из-за меня, but because of you. как таковой, но Because this is из-за вас. because this is about your country Потому что это ваша страна. and your revival. Это ваше пробуждение. And so then in 2007, 2 years later, И потом в 2007 году, 2 года спустя, the Lord had me move to IHOP in Kansas City. Господь меня перевел, что называется. Я переехала в IHOP в Канзас-Сити. And this was a big surprise to me И по мне это было очень большое удивление. because I thought I was going to move to Russia. Потому что я думала, что я перееду в Россию. And then as I was there at IHOP and I began to learn about that ministry, И когда я попала уже в IHOP, я стала изучать это служение. I began to learn about prophecies of
the house of prayer in Kansas City concerning Russia. Я начал изучать как раз пророчество IHOP и этого служения касательно России. And back in the 1980s, И еще в 80-е годы прошлого столетия Bob Jones prophesied that there would be $1 million offering that would be taken in Kansas City. Боб Джонс пророчествовал о том, что будет пожертвование в $1 миллион, которое придет в Канзас-Сити. And he said that this $1 million offering would be a sign that there would be a 1 billion soul harvest in the Russian, like, involving the Russian-speaking world in Asia. Он говорил о том, что это миллионное пожертвование будет знаком жатвы в 1 миллиард душ в русскоговорящем мире, включая Азию, вот в этом регионе. And so this $1 million offering was taken in Kansas City. Да, и это пожертвование действительно собрали в Канзас-Сити. On the day that they thought that on the worst day to take a big offering. Ну, скажем так, в худший день, когда только предполагали собрать какое-то более-менее пожертвование. It was a Tuesday morning of a conference. Это было утро вторника конференции одной. Which everyone knows not many people come on a Tuesday morning to a conference. Все понимают, что во вторник утром на конференцию немного-то народу соберется. And yet they got over $1 million in one offering. И они собрали за одно пожертвование более $1 миллиона. And this was right after the wall had fallen in Berlin. И это как раз было прямо вот после падения железного занавеса стены в Берлине. And missionaries were coming into Russia. И миссионеры начали ездить в Россию. And so they took the $1 million and they bought Bibles. И что сделали с этим миллионным пожертвованием? Купили Библии. And they gave them to the people of Russia that were getting saved. И как раз эти Библии направили людям России, которые спасались. And I can imagine there's people in this room who may have one of those И Bibles. я представляю так, что, возможно, у кого-то из вас есть одна из этих Библий, кто находится именно здесь. Yeah, hands are raising, yes? Да, вот я вижу, как Yeah. руки поднимаются. Yeah. So this was amazing. It was a miracle. То есть это было удивительно, это было реальное чудо. And I also learned of a prophecy that Bob Jones gave to the House of Prayer in Kansas City. И также я изучила это пророчество Боба Джонса, когда я была в Канзас-Сити. And he said that the House of Prayer in Kansas City would touch Asia. И он пророчествовал как раз о Канзас-Сити. Он говорил о том, что IHOP, это служение, коснется Азии. And he said that people in the fields, working in the fields, gathering in rice, И что люди на полях, которые собирают рис, он говорил, would be able to watch these singers and musicians on unplugged TV sets that aren't plugged into the wall. Он говорил, что эти люди, которые собирают рис на полях, они смогут видеть служение, поклонение, и Слово Божье будет проповедоваться через телевидение, которое не будет подключено к энергосети, к электрической сети. And he said this in the 1980s. Он это говорил еще в 80-е. And everyone thought he was crazy. Но все думали, что у парня с головой непорядок. And yet now we have... Сейчас, Можно? да, Now we have this. сейчас у нас есть это. And you can watch IHOP-KC on this И phone. вы можете даже IHOP-KC, да, Канзас-Сити смотреть по телефону. This is exactly what he prophesied about. И он как раз об этом и пророчествовал. He also prophesied that you would be able to see it on watches. И он также говорил, что вы можете это увидеть даже и наблюдать все эти служения по часам. То есть, And now, the last few months, they've released a smartwatch. и последние несколько месяцев вот как выпустили новую модель именно смарт-часов. То есть если есть смартфоны, сейчас смарт-часы. It's an indication of the time we're living in. И как раз это и есть вот этот вот индикатор времени, где мы живем. The indication of Когда мы живем. the fulfillment of prophecy. Это именно знак исполнения этих пророчеств.
But every time he gave this word about China, Но каждый раз, когда он высвобождал это слово о Китае, he said, don't forget Russia. он говорил: не забывайте о России. Because this is going to involve Russia too. Потому что это будет вовлекать также в процесс Россию. Now, in Kansas City, we have lots of people from Asia. В Канзас-Сити у нас есть много народу с Азии. Many people from Korea and China. Из Кореи, из Китая. But we don't have that many from Russia. Но нет многих из России. Or many from Russian-speaking nations. Или из русскоговорящих наций. But for 7 years I've been saying, don't forget Russia. Но на протяжении 7 лет я тоже вторила: не забывайте о России. And in 2012, И в 2012 many Chinese leaders began to come to IHOP Kansas City. много китайских лидеров стало приезжать в IHOP в Канзас. And they were talking about going from China И они думали о том, чтобы переехать из Китая, and different missionaries going across this area we call the 1040 window. Они говорили о том, как из Китая идет уже большой поток миссионеров в окно, которое мы называем 1040. From China Из Китая all the way back to Jerusalem in Israel. и по направлению все это идет на запад, прямо к Иерусалиму, к Израилю. And this area is the least evangelized area in the whole world. А вот этот как раз сегмент — это наименее евангелизированное пространство во всем мире. Because it's the most concentrated area of Muslims. Потому что это самый большой концентрат мусульман именно в этой области. And also there's a lot of Hindus and Buddhists. Также много там индуизма, буддизма. So the Chinese were coming and they were saying, we're going to raise up 1 million missionaries. И китайцы, они приехали и говорят: мы собираемся поднять 1 миллион миссионеров. And we're going to start sending them across this 1040 window. И мы начнем их посылать в это окно 1040. And we're going to begin raising up houses of prayer across this 1040 window. И мы начнем насаждать дома молитвы в этом окне 1040. And the Lord began to show me something. И Господь начал мне кое-что показывать. Do you know what is right above the 1040 window? А вы знаете, что прямо над этим окном, над этим сегментом карты 1040? Russia. Yeah? Да? And right in the center И прямо в центре are the Central Asian nations. как раз нации Средней Азии. And many of those nations all speak Russian and other languages, but they speak Russian. И все эти нации Средней Азии, бывшего советского пространства, Can I hear они-то it for все говорят Kazakhstan? на Yeah. русском. Вот, Казахстану, We привет. have Kazakhstan people Они, here. конечно, говорят и на других языках, но и на русском. У нас есть здесь казахи, из Казахстана люди, лучше так скажем. Да. Yeah. So the Lord began to show me that the Lord was going to raise up missionaries and evangelists from Russia. И Господь стал мне показывать, что Он будет поднимать этих миссионеров также из России, To go into this 1040 window. чтобы они двигались в это окно 1040. And turn in your Bibles with me to Matthew 24. Пожалуйста, откройте свои Библии Матфея 24, Verse 14. 14 стих. Now I'm going to connect this to what I was talking about earlier. И я сейчас соединю эту мысль с тем, что я говорила, о чем я говорила ранее. And that is the worship and prayer movement the Lord is raising up. Это именно то движение поклонения и молитвы, которое поднимает Господь. Matthew 24, verse 14. Итак, Матфея 24, 14. And this gospel of the kingdom И это Евангелие Царства, дословно с английского, will be preached in all the world as a witness to all nations. будет проповедано по всей земле во свидетельство всем народам, And then the end will come. по всему миру во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. And I talked to you this morning already about Isaiah 42, И я уже говорила сегодня утром по поводу Исаии 32 главы,
where it talks about the villages of Kedar and Selah. где говорится о селениях Кедар и селах. And those would be, those are Muslim areas of the world. А ведь это и есть эти мусульманские области мира. But the Lord is going to raise up songs. Но Господь будет поднимать песни. And so the Lord is going to raise up new songs. Итак, Господь будет поднимать новые песни. And He's going to raise them up from all of the earth. И Он их будет поднимать по всему лицу земли. And this word where it says it's going to be preached to all the world as a witness to all nations. И это слово, которое написано, что это будет проповедовано по всей вселенной или по всему миру во свидетельство всем народам. This word nations is the Greek word ethne. И вот как раз это слово народы, нации, по-гречески это этней. And this means people groups. Это группы людей. Обозначение. Yeah, like Ну, народ. And so it's the Lord is going to raise up a witness from all these different people groups of the earth. То есть Господь будет поднимать свидетельства из различных народных групп, национальных групп по всей земле. And I came back to Russia last year and did this 3-month journey all across everywhere. И когда я вернулась в Россию в прошлом году, и я совершала это 3-месячное путешествие по всей России, где бы то только ни была. And the Lord wanted me to preach this message that I'm preaching to you tonight. И Господь как раз хотел, чтобы я проповедовала это послание, которое я сегодня проповедую. And the Lord showed me that in this coming revival that's coming to Russia, и Господь мне показывал, что в этом грядущем пробуждении, которое идет в России, and all over the world, but I'm specifically talking to you. И по всему миру, но я сейчас особенно специфически обращаюсь к вам. He said that he's going to raise up missionaries and evangelists. Он сказал, что он будет поднимать миссионеров, евангелистов. He's going to raise up singers and musicians. Он будет поднимать певцов и музыкантов. He's going to raise up mothers and fathers who will be mothers and fathers to the next generation. Он будет поднимать матерей и отцов, которые будут мамами и папами для следующего поколения, то есть родителями для них. And he's going to raise up intercessors И он будет поднимать ходатаев, who intercede for revival and intercede for Israel. которые будут ходатайствовать за пробуждение и за Израиль. So as I'm preaching tonight, I want you to think about those 4 things. И когда я проповедую сегодня об этом, я бы хотела, чтобы вы подумали об этих 4 моментах. Because after I preach, we're going to have an extended ministry time. Потому что после того, когда я закончу проповедовать, у нас будет довольно обширное время служения. And I'm going to have an altar call about those 4 things. И я буду призывать вас к алтарю по поводу этих 4 моментов. Because I believe in this room, each one of you has an assignment, and I believe it falls into one of those categories. Потому что я думаю, что здесь есть люди, которые в любую категорию могут войти из этих 4. И есть специфическое задание для вас. Yeah. Ну, еще не раз мы повторим, наверное. The first one, missionaries and evangelists. Итак, первое, миссионеры и евангелисты. Also, Это первая категория. second, singers and musicians. Второе, певцы и музыканты. Third, intercessors for revival. Третье, это ходатаи за пробуждение. And also, they're going to intercede for Israel. И за Израиль. То есть это одна категория. Not only from Israel, but revival and Israel. Это не то, чтобы мы из Израиля они будут, но это будет и за пробуждение, и за Израиль. Okay. And then also, what was the other one? Yeah, yes, mothers and fathers. Проверка внимания. Мамы there's и 4. папы, то есть родители. That are going to
that are going to mother and father the next generation. Это которые будут родителями для следующего поколения, мамами и папами. And it's not just a physical birth like you actually have children yourself. И мы не говорим сейчас о физических родах, когда у вас есть свои дети. It includes that. Конечно, это включает и этот процесс. But it also includes mothers and fathers in the spirit. Но также это включает духовных мам и пап. And I'm going to talk more about that a little bit Я later. немножечко больше об этом еще поговорю попозже. But I want to tell you one more thing about, right now I'm talking about missionaries and evangelists. Но прямо сейчас я вот обращаюсь, я вернее говорю о миссионерах и евангелистах. And I want to tell you one more thing about that. И хочу еще кое-что сказать об этом. Does anybody know who Bob Weiner is? Ну, кто-то из вас слышал такое имя Боб Вайнер? Bob Weiner? Yeah. He is a powerful evangelist. Он есть довольно мощный евангелист. And he was one of the evangelists who came to Russia in the early 90s, and many people got saved through him. И как раз он был тем евангелистом, который приезжал еще в начале 90-х, и многие люди спаслись через его проповеди. And he actually came to IHOP a few months ago. И на самом деле несколько месяцев назад он был в IHOP. And it was amazing because it was the exact day that I put my passport in the mail to get my Russian visa. И это было удивительно, потому что это было как раз в этот день, когда я свой паспорт отправила на получение визы. And then Bob Weiner was there that day. И как раз day. Боб Вайнер приезжает в этот день. And I got to talk with him. И у меня получилось с ним пообщаться. And I told him what I was going to do this Я summer. ему рассказала, чем собираюсь заниматься этим And he летом. prayed for me. Он за меня помолился. And then he said to me, И он мне сказал, he said, when you go to Russia когда поедешь в Россию and you raise up the worship and prayer movement, и будешь поднимать это движение поклонения и молитвы, you tell them, don't forget to save the lost. скажи им, чтобы они не забывали спасать заблудших. He said, save the lost. Спасайте заблудших. And when Bob Weiner looks at you in the eyes and says that, И когда Боб Вайнер смотрит это вам в глаза и говорит такое, you don't forget. вы не забудете. So I'm telling you right now, Поэтому я вам сейчас это передаю. save the lost. Спасайте заблудших. And while I'm talking about Bob Weiner, let me just talk about mothers and fathers for a minute. И когда я вот уже упомянула Боба Вайнера, давайте тогда и о мамах, о папах. Because Bob Weiner is a father in the spirit. Потому что он является духовным отцом. And he was almost passing the baton to me to go say something to you. И такое ощущение, что он передает мне эстафету, чтобы я что-то вам сказала. And in that way, he was birthing me into my calling by just that little act. И в такой ситуации он как будто меня рождает для моего призвания в таком действии. And you remember I spoke with you on Monday about the heart of the Father. Помните, я в понедельник говорила о сердце Отца. And how as we look at God, we become more like Him. И то, как мы смотрим на Отца, мы становимся больше похожим на Него. And He begins to restore the image of God in us. И Он начинает восстанавливать образ Божий в нас. And then we can birth sons and daughters in the Spirit like Paul birthed Timothy. И после этого мы становимся способными рожать детей, дочерей, сыновей в духе, как делал это Павел. And if there is going to be a billion soul harvest, И если действительно собирается эта жатва быть, миллиард душ, we need everyone, нам нужен каждый, every person. каждый человек. Even if you're 14 years old, you can disciple someone who's 6 or 7. Даже если вам 14, вы можете делать учеников кого-то, кому 6 или 7. And if you're 27, А если вам 27, you can disciple someone who's 67. вы можете обучать кого-то, кому 67. I do. Вот у меня так получается. And because it's the Holy Spirit who's actually the Father. Потому что это именно Дух Святой, который является Отцом. And he wants us to father and mother people in the way of the Word of God. И Он хочет, чтобы мы были папами и мамами, чтобы мы действительно проявляли вот это родительство для других
чтобы это было проявлением в сердце Отца. And when Jesus came the first time, he sent John the Baptist first. И когда Иисус пришел первый раз, Он сначала о Иоанне Крестителе сказал, что Он первый. And Matthew 4, 5, and 6 prophesied about John the Baptist. И в Матфея 4, 5, 6 были пророчества об Иоанне Крестителе. And said that he would come to turn the hearts of the fathers to the children and children to the fathers. И он говорил, что он обернет сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. But then in Luke chapter 1, verses 16 and 17, Но потом в Луки 1, 16, 17, let's turn there. Let's open that. давайте даже откроем это. Yeah, Malachi Да, chapter это- 4, verse 5 and 6. Это Малахия, да, правильно. Это Малахия, последняя глава, последние стихи, проверка на знание Библии. And so Luke chapter 1, Итак, Луки, первая глава, verses 16 and 17. 16-17 You, стихи. you can go ahead and read that in Russian. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет перед Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». And this is speaking about the spirit of Elijah that would come on John the Baptist. И здесь как раз говорится о духе Илии, который сойдет на Иоанна Крестителя. And he would prepare the way for the Lord's first coming. И он подготовит путь пришествию, первому пришествию Господа. But the prophecy in Malachi also speaks of the Lord's second coming. Но также это пророчество Малахии говорит о втором пришествии Иисуса. And so we know that the Lord is also going to release the spirit of Elijah before his second coming. И также мы знаем, что Господь высвободит дух Илии перед вторым пришествием Его, To turn the hearts of the fathers to the children, children to the fathers. чтобы обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. And we need people who can pastor the young people who are coming in the revival. И нам надо, чтобы появились эти душепопечители, эти пастора молодежи, этим будущим лидерам пробуждения. So in the youth revival, we need everyone. Поэтому в этом молодежном пробуждении нам нужен каждый. Does that make sense? Ну, логично, да, имеет смысл. Okay, and then the other one that I talked about earlier this morning Итак, еще, что я говорила сегодня ранее утром, is that the Lord is going to raise up singers and musicians. что Господь будет поднимать певцов и музыкантов. And he's going to raise up a worship movement. И Он будет поднимать движение поклонения. And as I spoke about earlier, there's going to be a good worship movement that raises up worship to Jesus. И как я говорила ранее, что будет доброе, хорошее движение, которое будет поклоняться Иисусу. And also a bad worship movement that raises up worship towards evil. И также будет подниматься так называемое плохое поклонение, злое, которое будет поклоняться злу. And if you think right now about the Muslim world, И если сейчас вы подумаете о мусульманском мире, they pray 5 times a day. они молятся 5 раз в день. And in their cities, you can hear the call to prayer, И в их городах вы можете услышать этот призыв к молитве. the song of prayer that goes out throughout the city. И эта песня молитвенная некая, она просто летит по всему городу. The evil has a worship movement already raising Потому up. что у зла, у него тоже поднимается движение поклонения. And it's уже. not only with the Muslims. И это не только с мусульманами связано. That's just an example. Это просто пример. Also with the Buddhists and the Hindus and even people who worship TV. Также с буддистами, с индуистами, также с людьми, кто поклоняется телевидению, например. And those are all idols. Это все идолы.
they're all worship of something other than Jesus. Это все поклонение тому, что не является или кто не является Иисусом. But like I said this morning, the Lord is going to raise up singers and musicians. The Lord is going to raise up people who worship God. Но, как я говорила сегодня утром, что Бог будет поднимать людей, которые поклоняются Богу. With clean hands and a pure heart. С чистыми сердцами и руками. Like the Psalm 24 in the English version. И Псалом 23, 24 в английской версии. You know, they're going to welcome back the King of Glory to the earth. Эти люди будут приветствовать на землю, они будут встречать царя славы. And these are going to be men and women like David. И это будут такие мужи и жены, как Давид. That have a heart after God's own heart. У которых будет сердце такое, как у Бога. And then the other thing that the Lord is raising up. И еще кого Господь будет поднимать. Is He's raising up intercessors. Он будет поднимать ходатаев. And these intercessors are going to have a vision for revival in their city. И у этих ходатаев будет видение на пробуждение в городе. And it talks about in Romans 10. В их городе. И об этом как раз говорится в Римлянах 10 главе. That the Lord is going to raise up a revival among the Gentiles. Что Господь будет поднимать пробуждение среди язычников. And it's going to make the Jews in Israel jealous. И это даже возбудит ревность у евреев и Израиля. Because they know that that's their inheritance. Потому что они знают, что это их наследие. So the prayer for revival and the prayer for Israel are connected. Поэтому молитва за Израиль и молитва за пробуждение это связано между собой. And I know in my own life, I told you before. Я знаю, это происходит в моей собственной жизни, и я уже упоминала ранее об этом. Revival is always in front of me. Пробуждение, оно всегда передо мной. And I've been saying since I was a little kid. И даже с малых лет, когда я была еще девочкой, я говорила, revival is coming. Пробуждение грядет. We need to pray for revival. Нам надо молиться за пробуждение. Everybody pray for revival. Все молитесь за возрождение. And I still haven't seen the revival that I'm praying for. Я еще не увидела этого пробуждения, за которое я молюсь. But I will. Но увижу. I will. Увижу. I believe you will. И я верю, что вы увидите. And we need to keep the faith for revival burning strong. И нам нужно возгревать и сохранять эту веру горящую по пробуждению. Because any time in my life that I start to pull back from God, pull back from reading my Bible and praying. Потому что каждый раз, когда я немножечко отхожу от того, чтобы быть в близких отношениях с Богом, от пребывания в Слове, в молитве. I think, what is wrong with me? И я такая думаю, что со мной не так? And usually I realize I haven't been praying for revival. Обычно я понимаю, что да, я ведь молюсь за пробуждение. And once I begin praying for revival again, я понимаю, что я не молюсь за пробуждение. Это как поплавок для меня, потому что как только я начинаю молиться за него, my heart just comes alive. у меня сердце оживает. Because it takes faith to pray for revival. Потому что требуется вера для того, чтобы молиться за пробуждение. Because I've really not seen a real revival. Потому что по-хорошему я не видела настоящего еще пробуждения. But I know it exists. Но я знаю, что оно существует. Because I know in heaven, потому что я знаю, что на небесах there is no sickness. Нет болезни. There is no death. Нет смерти. There is no sin. Нет греха. And God said to pray on earth as it is in heaven. А Бог просит, чтобы мы молились о Его воле, чтобы она была на земле, как и на небе. And revival is a picture of the coming reign of Jesus. И как раз пробуждение является этой картинкой грядущего царствования Христа. And when revival comes, it lets us know there is a coming king. И когда пробуждение придет, это будет для нас знаком, что да, грядет царь. And he's going to wipe away sin
He's going to wipe away tears from every eye. И Он отрет каждую слезу с каждого глаза. He is going to get rid of every sickness. Он избавится от каждой болезни. Cancer is going to go in the fire of hell. Рак уйдет в огонь адский. And death is going to be no more on this earth. И смерти более не будет на этой земле. And when revival comes, it's a picture of that. И когда пробуждение придет, это как картинка грядущего. And I want to be honest with you. И я хочу быть честной с вами. When revival comes, there are good things that happen and bad things that happen. Когда приходит пробуждение, приходят и хорошие, и плохие моменты. Because the fire of God is holy. Потому что огонь Божий, он святой. And when the fire of God comes, И когда приходит огонь Божий, everything comes to the surface. все начинает всплывать на поверхность. Remember I talked to you about холодец? Помните, я о холодце говорила, да? And that, the boiling water, И вот эта вот кипящая вода, and everything comes to the top. и вся вот эта шняга, простите, всплывает на поверхность. Ну, так вот, как оно и есть, да, называем так. So, Am I right? Sorry for good Russian. Да. so, Грязь перевожу для старшего поколения. So, so everything good and bad Итак, comes to the все top. и плохое, и хорошее, это все всплывает. Everything that is gold И все, что золотое, is going to stay, оно останется на поверхности. and everything that is wood and hay, А все, что из дерева, из соломы, It's из gonna сена burn up. соломы, то есть это все сгорит. So when revival comes, it looks like chaos. Поэтому, когда придет пробуждение, это будет выглядеть как хаос. And some people like it and some people don't. Некоторым это понравится, некоторым нет. But I tell you, it's a good chaos. Но я вам хочу сказать, что это будет хороший хаос. And we have to pray for it. И нам нужно молиться за этот добрый хаос. And God wants to give you a vision for revival. И Бог будет давать вам видение на A пробуждение. vision for a billion soul harvest. Видение этого миллиардного урожая. A vision for Muslims getting saved. Видение мусульман, спасающихся. Right now, Muslims are having dreams about a man in white. Прямо сейчас уже видят очень часто мусульмане сны человека в белом. I met a man from Uzbekistan who got saved because God encountered him in his bedroom. Я познакомилась с одним мужчиной из Узбекистана, с которым Бог лично встретился в его спальне. And he was Muslim. И он был мусульманином. And God is doing that. И Бог это творит. But God is also raising up preachers. Но также Бог поднимает проповедников. He's raising you up. Он поднимает вас. God is raising up a movement in Russia. И Бог поднимает это движение в России. He's calling you into your destiny right now. Он призывает вас, ваше призвание прямо сейчас. He's giving you hope. Он дает вам надежду. Revival is coming. Пробуждение грядет. Each one of you have a part to play. И у каждого из вас есть роль в этом God процессе. is going to raise up the house of prayer. Бог будет поднимать дома молитвы. He's going to raise up singers and Он musicians. будет поднимать музыкантов и певцов. He's going to raise up intercessors, Он будет поднимать ходатаев, missionaries and evangelists, миссионеров, евангелистов and mothers and fathers. и матерей и отцов. And I believe the time is now. И я верю, что время уже сейчас для этого. We can't wait any longer. Мы не можем более ожидать чего-то. We need to begin to do what God has called us to do. Мы должны начать то делать, к чему призвал нас Бог. So now I want to invite the worship team to come И up. сейчас я приглашу команду поклонения. And we're going to have an extended ministry time. И у нас A long будет ministry time. довольно длинное, довольно обширное время служения вам. And I'm going to pray for 4 different kinds of И я people. буду молиться за 4 категории людей. And I feel like that some of you in this room can identify with maybe 1 or 2 of those categories more than others. И у меня ощущение, что у всех или у некоторых из вас есть некое отождествление с одной, может быть, даже с 2 категориями, и у кого-то больше, чем у других.
Это могут быть несколько категорий. So I would prefer you don't come up for every altar call. Но я бы предпочла, чтобы вы не выходили для каждого призыва. But ask God, what is my assignment in this coming revival? Задайте вопрос Богу, какое мое задание в этом грядущем пробуждении? What is my assignment in this coming move of God? Какое мое задание в этом движении Божьем? Each one of you has a call on your life. У каждого из вас есть призвание на вашей жизни. You are not in this room by accident. И вы сюда не попали в этот зал You are случайно. not hearing this by И accident. вы не слышите это послание случайно. So let's stand, Давайте привстанем. and I'm gonna call one at a time, И я буду призывать одну категорию за другой. and we're gonna go into worship and pray and then worship И and мы then будем pray. двигаться в молитву, потом в поклонение, потом обратно. And I'm gonna spend time praying over each category of people. И я буду проводить определенное время в молитве за каждую категорию. And if you're in your seat, I want you to just participate in worship. И если вы находитесь в зале, не выходите, пожалуйста, участвуйте в поклонении. And ask the Lord, what is my part? И задавайте вопрос Господу, какова моя часть? And then I want you to come forward when we make the call for your part. И я хочу, чтобы вы выходили вперед, когда мы будем называть именно вашу часть, вашу категорию. And again, it's going to be singers and musicians, И опять-таки мы говорим о певцах и музыкантах, intercessors, о ходатаях, mothers and fathers, о матерях и отцах, and missionaries and evangelists. и об миссионерах и евангелистах. So let's just go ahead and worship. Давайте начнем поклонение.